And we're going to show you. We're going to show you, yes? You want to show? Бабушка Наташа. Бабушка Наташа. Бабушка Наташа. Now, can I ask? Can I ask? Can we translate a second? Very old lady, how old are you? Сколько тебе лет, старушка? 1,000 years old. So you remember everything about Russia. Все помнишь про историю России. Как раз такой же примерно период. Ooh. This very old lady. Can we ask her questions about maybe 50 years ago? Are you okay with that? 50 У вас есть уникальная возможность, она помнит все тысячелетие, жила же 1000 лет, понимаете? Ну, может, кто-то спросит о том, что было 50 лет назад. Ты еще помнишь это, спрашивает? Ну, мы не молодеем, у вас хорошеет на глаза. Was it much colder? Was it much colder in Russia 50 years ago? Холоднее. Da. Was it nicer? Did you like it more 50 years ago? Было ли красивее все вокруг? Tell me about your family. Do you have many children? Ну, про семью что-нибудь расскажи нам про свою, там, много ли у тебя детей, старушечка? Нету детей. Many children. How many? Do you have 1, 2, Но все-таки 3? сколько же ты их на самом деле имеешь? Одного, двух, троих? How many children does the old lady have? Сколько же детей у этой старушки? 5 children? 5? 6? 30? 30 children. Oh my goodness. Okay. Лет. Ой, 30 детей. Do you remember all their names? Помнишь ли ты все имена этих детей? Okay. How many grandchildren does she have? А сколько у нее внуков? 16? How many great-grandchildren does she have? А сколько у нее прав? Внуков? Yes? 500. Do children. Do you have a grandmother? Дети, Yes? у вас есть бабушка? Вас спрашивают. Yes? Does she think it was colder in Russia 50 years ago? Считает ли ваша бабушка, что 50 лет назад в России было холоднее? Da. Are you sure? А вы в этом Yes? уверены? 50 лет назад? Could we go home? Задание домашнее. Домой придете, Could we go home and ask our grandmother? наберете номер бабушки и спросите. Yes, is this a good idea? We ask our grandmother about the weather 50 years ago. Про то, какая 50 лет назад была погода на ее памяти. Do you see what we're doing? You can ask another question now. You can do one more question, which is this one. This is the really big one. Какой вопрос задать сейчас? So you're talking about the questions you want to ask your grandmother. Итак, мы сейчас пытаемся придумать Yes? вопросы, которые зададим бабушке.
why don't we all write out 3 questions for our grandmother? Должны быть как-то связаны с темой окружающего мира. All the about science. Yes, exactly. Да, я правильно догадался. Придумывайте, давайте 3 вопроса быстро. Первый вопрос. Кто правил страной в 1965 году? Второй вопрос. Был ли снег на Новый год в 1965? Летом 1969 года был ли урожай кукурузы? Какая была самая низкая температура зимой? Когда-нибудь видели ли вы ветер и какого цвета он? Бабушка, а ты видела динозавров? Как люди узнавали, какая будет погода завтра 100 лет назад? А 50 лет назад зима была такая же холодная? Какие были игры в разные времена года в твоем детстве? Какая была погода, когда ты познакомилась с дедушкой? И отличаются ли погодные условия вообще? Мы в группе делаем мультфильм. Дополнительное задание сегодня стараться проявлять больше эмоций. Это очень важно понимать, когда работаешь. Это уже первоклашки, они уже более-менее могут решать творческие задачи сообща. Мы, конечно, должны дальше их совершенствовать в этом деле. Поэтому, когда мы даже делим их на группы или даже индивидуально, рекомендуется собирать потом все это вместе, чтобы они понимали, что каждое решение может быть составной частью общего. Это добавляет их навыка решать творческую коллективную задачу. Дальше. Ограничивайте. Если у вас мало времени, ограничивайте. Ставьте вопрос четко. И смотрите, не под каждую учебную задачу этот инструмент подходит. Предельно кратко его формулируйте. Очень, как тема исследовательской работы, не вообще, это когда реферат мы пишем, там мы можем рассказывать про много что, большой замах делать. Если мы проводим исследование, мы должны концентрироваться точно в цели. Требуйте, чтобы все было понятно без слов, только образами. Оценивайте не красивость, а правильность движения. Мультфильм – это трансформация образов. Исследуйте сами их в процессе съемки, смотрите на них. Ваша задача, как преподавателя, наблюдать, думать, исследовать. Исследуйте материалы. Вот сегодня они с одним работали, что из этого вышло. Вы сами снимаете мультфильм, показываете им свое решение. Вообще для того, чтобы тренировать эмоциональность или еще что-то, нужно просто представить, что вы стоите вместе с детьми и смотрите на эту цель. У нас было 56 кадров, снимали мы на iPad, мы поставили на стол табуретку и так и снимали. У нас было 55 кадров, немножечко не дотянули, но вот так. Но мы фотографировали мы со стула на iPhone и потом смонтировали это в программе на iPhone, в флипограмме. Ну, кадров у нас больше, чем 60. У нас 120, да? 120 кадров, но это исключительно из-за того, что мы вставили надписи в конце. Снимали мы на планшет.
Можно скажу насчет надписи? Мы решили, что надписи, они просто немножко оживят работу и немножко отличать работу детей от наших. Мы снимали при помощи айфона, брали коробку, а на коробку клали айфон и нажимали. Сколько кадров? Кадров 60 ровно. А что это за зеленая штука? Это летающие змеи. Да. Right, I just have 3 points to make. 3 вещи. Постарайтесь замолчать. Эта вещь выходит за пределы этих 3. The first point is about the animation. Первое касается, собственно, мультипликации. And this group over here, Вот эта группа. I think this group over here, И, по-моему, та, которая ушла. and I think this group here, И эта группа, по-моему. you all stuck the background onto the table. Все эти группы прикрепили фон к столу. What a brilliant thing to do! Что абсолютно правильно и замечательно. Обязательно нужно это сделать. The reason we have this Штатив. Для чего он? is so the camera is not moving around. Понятное дело, для того, чтобы камера вообще была абсолютно неподвижной и не дрожала, и не двигалась. So that's the other thing to fix. И это вторая вещь, которая, конечно, должна быть так же жестко зафиксирована, как фон. Otherwise, it's Иначе у вас будет мультипликация не за счет тех эффектов, которые вы хотели, а у вас будет двигаться фон и камера. Это просто абсурд. But technically, some of the films are lovely. Технически некоторые из мультфильмов очень-очень замечательны. I loved your rain. Ваш дождик чудесен. I loved your design. У вас дизайн просто супер. I love the lady in red. Вот там вот тетка в красном, она чудесная совершенно. So that's point 1. Это было первое замечание. Point two is very serious. Второе замечание достаточно серьезное. Point 2 is about Sergei. Оно касается Сергея. Now, I have been watching most of this lesson, and Sergei moves beautifully. Я смотрел за Сережей, как он тут перемещается по залу, и он двигался очень красиво. Every time he speaks, his hands go out, and his body moves. Когда он говорил, он пританцовывал, у него ручки двигались, и тело тоже. And you must do the same thing. И вот это как раз достойно подражания считается. Please become Sergei. Пожалуйста, становитесь Сергеем. There you are. And point 3. Третье замечание. And point 3, remember 1, 2, 3 points. Point 3 is always the most important. И всегда третье, раз, два, три, да? Помните, третье всегда самое важное. And remember, I have been watching this lesson and watching you. You are very bad listeners. Now, you have to learn, as teachers, to listen to things which you don't think are important. Please.
as teachers, you will hear the same information every day. Как учитель, вы будете слушать то, что вам известно заранее и всегда. И каждый день вы будете слышать вещи, которые вы знаете прекрасно от детей. It is not important for you, it is very important for Grisha. Для вас эта информация не представляет никакой новизны. Но для ребенка, который перед вами держит, это очень важно. Okay, I have 1 week before I go. I want to work on your listening. I want you to look always as if you're interested. Yes? You're doing it now, some of you. Find a way to be excited by what you hear. А у вас задача учиться слушать и быть внимательным. Сейчас некоторые начали это делать. And when you finished a task, I went round, I said, "Oh, have you finished? What are you doing?" "Nothing." И вот другое. Вы завершили задание, вы все выполнили. Я скажу, который вы спрашиваете, ну и как, что вы сейчас делаете? Ответ такой. Or, do you remember the other one, which is much worse, is this one? Listen. I finished. Когда я спросил, что ты делаешь, и получил ответ такой сдувающийся шарика, я съел. I remember doing that when I was learning to use the toilet. Помнит себя в таком состоянии и постоянно. Вот так, Please, you have never finished. While your class is in the room, you are still working. У вас нет такой блестящей возможности, что вы, например, что-то завершили. You are still listening. У вас класс присутствует, и вы находитесь рядом с ним, у вас нет возможности что-то завершить и закончить. Please. So, listening exercises. Listen to people say the same thing again. Get one of your friends to tell a story. Слушайте, вам упражнение дается, слушайте внимание, и иногда, иногда повторяйте, что человек сказал, как упражнение. Right. Can I have a volunteer, somebody? Мне нужно двух добровольцев, чтобы продемонстрировать что-то. A funny person. Two? One. Одного человека. Or two, actually. Yes, let's have Да two. двое лучше, конечно. Two. Добровольцы. Come on, 2 volunteers. 2 человека, пожалуйста. Смелее, это не Come больно. on. Aziza. Молодец. Нет. And someone else? И еще один человек. Someone else? Еще один. Ну, живее, давайте. Пожертвуйте собой на благо коллектива. Мы поставим вам памятник. Right. Now, Так, внимание. this is the other thing. When your students are speaking, when the children are speaking, you must get everyone to be quiet. Вот сложность и задача для вас, как для учителя, гораздо более сложная, чем заставить класс молчать, когда вы говорите. Best as a funny story. Are you Вы good at дали funny слово stories? ребенку, и вам нужно всех остальных держать так, чтобы они молчали. Это сложно. Это очень важно, чтобы ребенок был услышан. Дети это очень редко позволяют себе. He's going to tell, Это ваша he's going to tell a задача. funny story, and then you're going to tell the same funny story. Right. Now, this is an exercise in listening. Shh. We are going to hear
the same story twice. Итак, упражнение в слушании. Мы сейчас услышим одну и ту же историю 2 раза. I don't understand the story. Last night I went to the theatre, it was lovely. Я In Russian. понимать этой истории, этого рассказа, этого анекдота, но это не страшно. Я вчера просидел на Гамлете по-русски и выжил. I understood every word. Я понимал каждое слово. Now, there's an exercise in listening, so I don't mind what you say, but I mind how you listen. Мне не важно, что будут говорить 2 добровольца, мне важно, как вы будете слушать их. You cannot listen if you are looking at your phone. Невозможно слушать человека, глядя в свой телефон. You cannot listen if you have your back to the person who is speaking. Слушать, повернувшись спиной. Okay. Итак, внимание. Представим ситуацию. Класс. В классе полно учеников, учитель. Перемена. Учитель захотел перекусить. Дети там бегают все. Учитель берет яблоко, кушает. Подходит ученик и говорит: я тоже хочу яблоко. А учитель: нет. Скушал яблоко. Ученик в знак протеста садится и сползает вниз под парту. Просто зал покатит. Now, let's have the same story again. То же самая история. And this time you have to work harder. Вам сейчас более сложная будет задача. Because Поскольку this time, на этот раз this is the first time you heard the story. это для вас должно быть вы первый раз. Такое условие. Okay? Попробуйте услышать ее первый раз. Есть класс, есть учитель. Началась перемена. Учитель решил перекусить. Яблоко. Он берет яблоко, откусывает яблоко. Ученик это видит, подходит и говорит: я тоже хочу яблоко. Но учитель говорит: нет, это мое яблоко. Кусает. Ученик садится на стул и скатывается под парту. Все. That was wonderful. I could hear the silence. Brilliant. Brilliant. Thank you. Тим оценил, как аудитория слушала, и сказал, что он слышал, что была тишина. Он сказал: великолепно, я доволен. If you do not listen, you cannot expect the children to listen to you. Есть такой очень простой закон. Если вы сами, как учитель, не умеете слушать другого, дети у вас никогда не будут слушать. Now, you're all teaching tomorrow. Вот кто завтра будет давать урок? Yes? Oh, wonderful. Have a lovely time. I want to hear about it. Okay? Я Thank you. был бы счастлив обратной какой-то связи потом после этого. Все, спасибо большое. Спасибо.